Сергей Викторович, вчера было обращение президента России Владимира Владимировича Путина, по сути, не только к жителям нашей страны, но и к архитекторам эскалации конфликта на Украине. Есть ли сейчас понимание, что сигнал был услышан, принят, и нынешняя администрация США до своего ухода не попытается еще подлить масло в огонь? Спасибо. Мне сложно за них решать или строить догадки, за тех, кто говорит, что вот разрешили они Зеленскому использовать эти ракеты. Они сами себе разрешили, это уже всем прекрасно известно, президент об этом неоднократно говорил. Без их прямого участия ни одна из этих ракет никуда бы не полетела. Но что касается реакции на наш ответ, я так понимаю, Зеленский испугался, прям стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации. Наверное, это полезный результат, потому что уж чего-чего, а хотя бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре, я бы сказал, это уже полезно. Насчет того, что ждать от Байдена и его уходящей администрации, в поставках и в атакамсов, и разрешение британцам и французам использовать Storm Shadow и скальпы, конечно, в этом есть элемент того, чтобы оставить как можно более плохое наследство следующей администрации. У партии демократов, видимо, это в крови, потому что в 2016 году, в декабре, когда Обама уже уходил, оставалось 3 недели до инаугурации Трампа, Обама такую вот свинью подложил своему сменщику, когда выгнал десятки российских дипломатов, всего 120 было с лишним, включая членов семей, причем потребовал уехать из Вашингтона в день, когда не было прямого рейса из Вашингтона. И они с детьми, с малыми, со скарбом, со всем своим, на автобусе 6 часов ехали до Нью-Йорка. В общем, создали дополнительный комфорт. И одновременно Обама своровал, по-другому не скажешь, 5 объектов российской дипломатической недвижимости. До сих пор нам туда даже доступ не предоставляют. Конечно, первые недели пребывания Трампа в Белом доме были, с точки зрения его планов, нормальный диалог с Российской Федерацией, кстати, они были, конечно же, эти планы подорваны в значительной степени. Не исключаю, что это стремление, по-русски говоря, простите меня за жаргон, нагадить, оно проявляется и в нынешних условиях.